Готовлю закуску фаршированные шампиньоны. Очень вкусно как в горячем, теплом, так и в холодном виде. Готовится очень просто и быстро. У меня 8 крупных шампиньонов. Беру одну небольшую луковицу и нарезаю мелким кубиком. На сковороду наливаю растительное масло и отправляю туда лук. Пусть жарится. У шампиньонов отрезаю старый сухой срез и выламываю ножку. А вы на канале «Готовим с вами вместе». А ножки шампиньонов нарезаю на мелкие кубики. И добавляю к слегка золотистому луку. Перемешиваю. Для сливочного аромата добавляю кусочек сливочного масла. 2-3 зубочка чеснока мелко измельчаю. Можно пропустить через пресс, а можно натереть на терке. И добавляю на сковородку. Теперь добавлю несколько лавровых листиков, несколько горошин душистого перца и все вместе перемешаю. Кусочки грибов стали мягкими. В этот момент они хорошо впитывают вкусы и ароматы. Поэтому солю и немного перчу. Перемешиваю. У меня был кусочек отварной курицы, я его нарезаю на мелкие кубики. И добавляю на сковороду. Все вместе перемешиваю. Даю обжариться минутки 3-4 и выключаю. А когда начинка остынет, к ней добавляю натертый любимый твердый сыр. Перемешиваю до однородности. А лавровый лист и душистый перец заранее убрала. Стараюсь использовать темные, а не белые шампиньоны. При готовке они теряют меньше влаги, остаются сочными и лучше держат форму. Выстилаю форму фольгой, чтобы потом легче было мыть. И выкладываю шляпки шампиньонов. Каждую немного солю и слегка перчу, чтобы не были пресными. А теперь в каждую шляпку добавляю начинку. Стараюсь добавить побольше, но так, чтобы грибочек не треснул. А то при готовке вытечет весь сок. Зафаршированные грибы сверху накрываю еще одним листом фольги в качестве крышки. Отправляю в духовку минут на 30-40 при температуре 180-190 градусов. Если без фольги, грибочки могут подсохнуть. После этого достаю и укладываю сверху на грибы шапочку натертого твердого сыра. И в духовку еще минут на 10-15 при той же температуре. Сыр на грибах зарумянился, и закуска из шампиньонов готова. Сочная, сытная и красивая. Спасибо за просмотр, приятного аппетита и готовьте с удовольствием.